Добрый день! Сейчас, во время карантина, все больше хочется вернуться к обычной жизни. В интернете стартовал флешмоб, цель которого – заполнить сети фото до самоизоляции. Я решила пойти другим путем и вспомнить одно свое путешествие. Конечно, с фотографиями. Итак, поехали! Это видео о современной культуре Индии. Когда я собралась туда, то уже знала о богатой истории, древней культуре, достопримечательностях и, конечно, религиях. Об огромном количестве богов индуизма – Индри, Вишну, Шиве, Брахме, Ганеше, а еще буддизм, мусульманство, сикхи и другие. Мне хотелось в реальности приобщиться к виденному на картинках, к тому, о чем сама рассказывала на лекциях студентам. Шагая на борт самолета, я думала, что знаю страну, в которую лечу. Итак, самолет приземлился. Первое мое впечатление от Индии – это международный аэропорт в городе Ченнаи. Такого обшарпанного, с разбитыми окнами, невероятно грязным туалетом а-ля дырка я даже представить себе не могла. Забегая вперед, добавлю, что это оказалось не самое страшное мое впечатление. В зале ожидания железнодорожного вокзала в городе Джанси бегала приличных размеров крыса, а на путях они просто кишели. Но я постаралась отвлечься от этих мыслей и смело шагнула в мир невероятной Индии, как гласил попавшийся на глаза плакат. В ноябре там достаточно жарко, сезон дождей напомнил о себе только в день моего приезда. Страна Будды и Шивы на первых же улицах обрушилась безумным количеством пестрых вывесок на хинди, английском и даже на транслите. Хотя даже казалось только в начале поездки. Потом транслит стал восприниматься как норма. Оказалось, что именно английский, а не хинди, является языком, объединяющим всю страну. Хинди понимают в редких регионах. Когда-то Индия потеряла санскрит как живой язык. Похоже, та же участь ждет и хинди. А транслит – это результат того, что язык бывших колонистов записывается как слышится. И действительно, неужели индусы станут утруждать себя правилами английской грамматики? А вот использовать что-то для себя – это в их традиции. Например, английское слово God – Бог индусы приспособили под свою религию. Они считают, что это аббревиатура. G – Generator – Создатель. Эту роль у них выполняет Брахма. O – Operator – Хранитель. Тот, кто следит за тем, что происходит в мире и управляет его процессами. Вишну. D – Destroyer – Разрушитель. Это функция у Шивы. Три основных бога индуизма, Тримурти Индии, в английском. Но если мы вспомним, что есть в умных книгах такое понятие, как индоевропейская прообщность, то выглядеть все будет уже и не так наивно. Раскрашенные машины, цветные женские сари, стены домов, заборы, храмы, которые попадались вдоль дороги, и те, в которые привозили на экскурсии, казалось, что у меня рябит в глазах от такого пестрого изобилия. При этом везде очень грязно. В маленьких городах, в деревнях и поселках, по берегам рек, по краям дорог, грязно в закоулках столицы Дели и в относительно небольшом по индийским меркам, всего 8 миллионов жителей, Ченнаи, и в других городах. Хотя есть исключения. Так, в окрестностях города Пандичери есть территория бывшей французской колонии. Там и сейчас много европейцев. Они живут в центрах для медитации. И пересекая реку, невозможно не заметить, как отличаются по чистоте два ее берега – бывший французский и индийский. Еще в одно чистое место я попала в конце своего путешествия. Это деревня Кхаджурахо, рядом с храмовым комплексом. Но там постоянно проводятся международные конференции и, соответственно, много европейцев. После того, как насмотришься на постоянный мусор за 2 недели путешествия и успеваешь к нему привыкнуть, Кхаджурахо вызывает почти культурный шок, который заставил задуматься. А ведь у нас на улицах тоже много мусора. У нас тоже есть свалки. Может быть, мы такие же? Или почти такие? Просто привыкли, как и индийцы, этого не замечать. Жилище в Индии на любой вкус. Есть шикарные дворцы и особняки. А есть дома из мусора. А еще шалаши из пальмовых листьев. Благо погода позволяет в них жить. Вполне нормально, если в городе стоит то, что мы привыкли называть мазанками. Маленький домик, сложенный из самодельных кирпичей, обмазанный сверху глиной и с крышей из пальмовых листьев. С легковыми машинами хорошо, пожалуй, только в Дели. В других местах много грузовиков, моторикш и мотоциклов.
На двухместном мотоцикле едут вчетвером, а в моторикшу грузится человек 5. Очень много бедных, нищих и тех, кто занимается попрошайничеством. Начиная от коллег, больных, продолжая матерями с грудными детьми и заканчивая взрослыми здоровыми мужиками, на которых пахать надо, как говорилось в одном советском фильме. Гид рассказал, что нищие живут бандами, просящие на улице отдают деньги вышестоящим, а те передают на следующий уровень и так далее. Кстати, говорят, что у наших попрошаек жизнь устроена так же. Я вспомнила об этом, когда уже после поездки у меня попросили 20 рублей на жизнь. Был у меня один вопрос перед поездкой в Индию, ответ на который оставался непонятным. Почему наши так любят туда ездить? Нет, я понимаю, посмотреть. Но ездить по многу раз, жить там по полгода – это при том, что все знают про грязь и антисанитарию. Страна Вишну и Ханумана отвечала на этот вопрос с первых шагов. Наверное, нигде больше в мире к русскому туристу не относятся как к белому человеку. А здесь разве что только не облизывают. Да-да, в Индии я поняла, что значит быть белым человеком. Британцы и прочие французы давно ушли из страны, но восторженное отношение к людям со светлой кожей осталось у местных, как родовая травма. Эта ситуация подкреплена и финансово. Хотя мне нужно было копить на поездку 1,5 года, уровень моих отельных притязаний очень средний, я видела, что могу себе позволить гораздо больше, чем многие местные жители. Судите сами, если бы вы предложили носильщику в российской гостинице 10 рупий, это примерно 9 рублей, как бы он отреагировал? Индийцы восторженно смотрят на всех белых, и особенно на женщин, и особенно на хорошеньких. Все время просят фото на память. Мужчины заигрывают, но знаете, делают они это как-то тактично, что ли. В Египте к тебе клеится так, что у них аж зубы сводят, особенно если вы угодили в страну в период Рамадана. Всем известно, что в Турции ухажеры очень прилипчивые. Здесь же в глазах восторг, но ни одного навязчивого движения в твою сторону. А когда даешь понять, что нет, то атака прекращается. Они продолжают смотреть с восторгом, но уважают твою точку зрения. Я задумалась, почему так? И у меня получилось несколько пунктов в ответе на этот вопрос. Не секрет, что у нас многие мужчины считают, что женщина должна сидеть на кухне и не вякать. Думаете, в Индии все так же или еще жестче? Не знаю, как вы, а я именно так и думала. А знаете, что оказалось? На протяжении поездки сменилось 7 гидов, и 6 из них, кроме одного мусульманина, говорили о том, что за каждым успешным мужчиной стоит нужная женщина, даже за богами. Создателю Брахме нужны знания для творения, и у него есть жена по имени Сарасвати, богиня мудрости. Хранителю Вишну нужна удача, и у него есть жена Лакшми. Шиве для разрушения нужна сила, которую дает ему супруга Паравати. Женщины в Индии пользуются большим уважением. Вот такое открытие я сделала для себя. Это во-первых. Во-вторых, индусы очень толерантны как в культурном, так и в религиозном плане. И это при том, что Индия много веков была под мусульманами. Ислам есть в стране и сейчас, около 12% последователей. Но даже его представители реагировали на меня ровно, когда я, например, разгуливала в шортах, хотя была одна такая на всю округу. Это без преувеличения. Ни на одной экскурсии не встречался ни один человек в шортах, ни местный, ни турист. Вы не подумайте, я не из тех, кто ходит со своим уставом в чужой монастырь. Прежде чем надеть шорты, мне пришло в голову проконсультироваться у гида, не создаст ли это проблем. Он даже удивился моему вопросу. Их реально не было. А в-третьих, как мне кажется, дело в том, что индийцы привыкли спокойно относиться к обнаженной натуре. Раздетые или полураздетые фигуры богов и богинь есть как внутри, так и снаружи большинства храмов. Их тела, являющиеся для индусами идеалами красоты, сопровождают людей с самого детства. Для Индии в полной мере можно применить фразу «что естественно, то не безобразно». Каждый раз во время праздников вытаскивают из храмов скульптуры священных животных, выполненные в полный рост со всеми физиологическими подробностями, и носят. Все на них смотрят, и это не вызывает смущения, а значит, не формирует комплекса неполноценности. Для нас это странно. Мы стесняемся смотреть на конный памятник Жукову в Москве или на коней Анечкового моста в Санкт-Петербурге. Наши школьники нервно хихикают, видя изображения Венеры Милосской и Аполлона Бельведерского. В этом мы другие.
Уже в России путем нехитрых математических расчетов возник еще и четвертый пункт. Население Индии составляет 1 миллиард 300 миллионов человек. Из них мужчин 51,5%, а женщин 48,5%. То есть мужчин 669,5 миллионов, а женщин 630,5 миллионов. Значит, мужчин больше, чем женщин на 39 миллионов. Допустим, что половина из них дети и старики. Остается 20 миллионов. Для сравнения, население Москвы чуть больше 11,5 миллионов, а Московской области 7,5. Представьте себе такое же количество народа, которое живет в Москве и Московской области, но пусть в вашем воображении это будут только мужчины. Тогда мы получим примерно такое количество индийцев, которые никогда не найдут себе женщину. Логично, что в такой ситуации ценность женщин возрастает. К концу поездки я точно поняла, что не знаю об Индии ничего. У меня сложились очень противоречивые впечатления о стране. При всей своей неопрятности индусы милые, добрые, неагрессивные, очень любят все блестящее и сверкающее, как сороки. Колесница жениха на свадьбе – это отдельное впечатление. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что нахожусь на съемках болливудского фильма про злого Раджу, продажного полицейского, они реально такие же карикатурные, как в фильмах, и бедных влюбленных. И сейчас все соберутся и будут танцевать на фоне радуги храмов. Но нет, танцевать не начинают. Из-за великолепия храмов проступает нищета, грязь, убогие лачуги. И вдруг начинает казаться, что боги ушли из Индии. Все многообразие сверхъестественных существ растворилось, и любые молитвы тщетны. К богам обращаются с повседневными задачами, которые человек может решить сам. А потому исполняемый ритуал стал просто формальной процедурой. Мне это напомнило наши 90-е годы, когда все резко стали верующими. И, как мне кажется, относились к Богу примерно так же. Но с индусами все понятно. У них многовековой кризис целеполагания, обусловленный и кастовой системой, и верой в карму. И на Западе все понятно, есть личная цель, и человек к ней идет. А у нас что? Похоже, мы снова возвращаемся к законам коллектива. Так и до индийского образа жизни можно докатиться. Через пару дней после написания этого текста увидела, как у нас в городе жители чистят снег и кидают его на проезжую часть. И вспомнила, как в Индии торговцы маленьких лавчонок, что около дороги, также поступали с мусором из-под ног. Все-таки мы очень похожи. Пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо вам за внимание.